shared last night with your pastor. И я вчера поделился вечером с вашим пастором. God said something to me in that prison. Бог сказал мне нечто в той тюрьме. When I was complaining, Когда я жаловался ему там, God said to me, do you want the easy way or the hard way in the prison? Бог спросил меня, каким ты хочешь путем пойти, простым или сложным, когда я был в тюрьме. I said, I'm not a Russian, I'm an Englishman. Я сказал, я не русский, я англичанин. Show me the easy way. Покажи мне простой путь. And God answered me. И Бог мне ответил. He said, I'll tell you the easy way. Он сказал, я скажу тебе, какой You'll простой путь. spend 10 years or 20 years in the prison. Ты отсидишь 10 или 20 лет в I тюрьме. will keep you alive. Я сохраню твою жизнь. I'll find food for you. И я дам тебе еду. And I'll make sure they don't kill you. И я сохраню, и тебя не убьют здесь. And you'll get out alive. И ты выйдешь отсюда живым. I said, if that's the easy way, Я сказал, и вот это легкий путь, если, tell me the hard way. то скажи мне, какой сложный тогда. And God did. И Бог сказал. He said, the hard way Он сказал, а сложный путь is you pray your way out. – это вымолить освобождение из тюрьмы. I said, you mean the hard way? И я сказал, ты имеешь в виду, что вот это сложный путь? He said, it's a harder fight. Он сказал, что эта битва, она It's a сложнее. harder battle to pray your way out Сложнее вымолить освобождение, than to stay in here. чем просто остаться в живых, отсидев здесь. So I began to pray. И поэтому я начал молиться. And God answered. И Бог You ответил. know the story. Вы знаете историю. After only 1 year, God answered by a miracle. Спустя всего год Бог ответил посредством чуда. And they didn't just open the door and throw me out. И они не просто открыли дверь и вытолкнули меня из тюрьмы. The miracle was God sent the British Prime Minister. Чудо было в том, что Бог отправил премьер-министра Великобритании за мной. And when I say God sent the British Prime Minister, И когда я говорю, что Бог направил премьер-министра I Великобритании, actually flew home on the airplane with him. я имею в виду то, что я летел в самолете с премьер-министром обратно домой. That's how powerful the miracle was. Вот настолько мощным было это чудо. You understand? Понимаете? But I want you to know, God said that was the hard way. Но я хочу, чтобы вы помнили, что Бог сказал, что это сложный путь. And I pray that God will give you a powerful vision. И я молюсь, чтобы Бог дал тебе мощное видение. But the fulfillment of it Но исполнение is the hard way. его – это сложный путь. I'm still fighting those battles И я по-прежнему сражаюсь и веду свои битвы. and still praying my way through. Я по-прежнему вымаливаю себе путь вперед. Oh yes, they did try to put me back in prison. Да, меня пытались вновь посадить в тюрьму. I can remember being arrested again, И я помню, как меня арестовали опять. and they brought me before the KGB, И меня привезли в КГБ. and they already had the protocol against me, И уже был готов протокол против меня. and I was praying, И я молился. oh God, I cannot go back into prison. О Боже, я не могу вернуться обратно в I've тюрьму. too much to do. Слишком много всего нужно сделать. And I prayed, И я молился и молился. and God worked a miracle, И Бог совершил чудо. and they released И me. меня освободили. Oh, they held me for a day. Меня задержали на день. But you see, that's the power of God. Но это сила Божья. If the power of God is within you, Если сила Божья the внутри power тебя, of God is stronger than any human force, any сила Божья human мощнее power. любой Come on. человеческой силы, любой человеческой The power власти. of God is stronger, more powerful, Сила Божья сильнее, can break every мощнее, curse, может разрушить can любое set you проклятие free, и can освободить тебя, deliver you. и избавить тебя. But you'll never know Но ты не until знаешь, you put God to the test. пока не испытаешь Бога. My challenge to you И мой вызов тебе: is to test God. испытай Бога, Test God. испытай Prove Бога God. и That's проверь what your Бога. pastors had to do. Это то, что вашим пасторам приходится делать. He's had to pay the price. Ему пришлось You заплатить have to цену. pay the price. Тебе пришлось заплатить цену. If you only knew what it cost me to get into Aldan the year before. Если бы вы знали, что мне стоило попасть в Алдан за год до этого. But God worked a miracle. Но Бог совершил чудо. Because there's one thing. Потому что есть одно. There's one thing with God. Есть одно в Боге. God only knows one way of spelling the word no.
У Бога есть лишь один способ произнести слово «нет». It's yes. Это «да». Because the things that are impossible with men Потому что невозможное человеку are possible with God. возможно Богу. Yes, I said I would start in Jeremiah 32. Да, я сказал, что я буду говорить на основании Иеремии 32. And the thing is, in Jeremiah 32, И в Иеремии 32 главе God is speaking to Jeremiah. Господь говорит Иеремии: Israel is about to be taken captive. Израиль накануне пленения. And you have to understand, И вы должны понять, despite all the prophecies given to Jeremiah, несмотря на все пророчества, данные Иеремии, the prophecy was two things. пророчество было о двух вещах. The first was that, yes, Israel would become captive. Первое — это то, что да, Израиль будет уведен в плен. But the second was this. Но второе, There would come a day of deliverance. что придет день And I избавления. want to tell you this. И я хочу сказать Whatever тебе, the problem, какой бы ни была whatever the проблема, difficulty, какой бы ни была сложность, God has a у deliverance. Бога And есть God has an избавление. У answer. Бога есть ответ. And wherever you are, И whoever где бы you ты ни are, был, кем бы ты ни был, God has an answer у Бога to есть every ответ problem. на всякую Will проблему, break every curse чтобы and разрушить will всякое set you free. проклятие и освободить тебя. And you know what И вы знаете, что God said to Joshua? Бог сказал Иисусу Навину. He said, no man will stand before you all the days of your life. Он сказал, что никто не устоит пред тобою во все дни жизни No твоей. man can stop you. Никто из людей не сможет All the остановить тебя. days of your life. Все дни жизни твоей. And what I'm experiencing is this. И то, что я переживаю, Against every opposition, несмотря на всякую that оппозицию, vision will be fulfilled. это видение будет God исполнено. cannot fail. Бог не может There is подвести. no man on earth, Ни один человек на there is земле, no demon in hell ни один бес в аду can stop the power and the glory of God. не может остановить силу и славу Бога. Oh, do you understand? Понимаете вы? But the challenge to us Но вызов нам is to prove the power of God. в том, чтобы испытать силу Божью. And if you look at the other verses in Jeremiah И если 32, посмотреть другие стихи в Иеремии 32, verse 17, 17 стих. he says, O Lord God, behold, you've made the heaven and the earth by your great power and stretched out arm. There is nothing too hard for you. «О Господи Боже, Ты сотворил небо и землю великую силою Твоей и простертую мышцей. Для Тебя ничего нет невозможного». Nothing too hard for God. Нет ничего слишком сложного для Бога. Nothing impossible. Нет ничего Look, невозможного. get a vision of what God can do in your Получи life. видение того, что Бог может сделать в Get a твоей жизни. vision of what God can do in your ministry. Получи Come видение того, on. что Бог может сделать в твоем служении. Ну же. Come on, dream. Ну, давай, мечтай. Dream. Мечтай Dream Мечтай. about what God can do. о том, что Бог может сделать. I'm still dreaming. Я по-прежнему мечтаю. I still have a vision. У меня по-прежнему есть And at the видение. moment that vision is burning within И me. в этот момент это видение горит во мне. God hasn't finished in Russia. Бог не закончил свой труд в God's России. only just begun. Бог только начал. God's only beginning right now. Бог только начинает прямо сейчас. Come on. Ну же. Look what God is going to Смотри, do. что Бог сделает. And not only in Russia. И не только в России. I believe God's going to do something even in Britain. Я верю, что Бог сделает нечто даже в Британии. And I believe your pastor's going to see it. И я верю, что ваш пастор увидит это. We've got a great day of prayer. У нас будет очень большой день молитвы. Pray your way through. Молись. Pray your way through. Молись для того, чтобы How did I идти get вперед. out of prison? Как я вышел из I тюрьмы? prayed my way out. Я вымолил освобождение. Because I was determined to see the power of God. Потому что я был решительно настроен, чтобы видеть силу Божью в Do you действии. understand? Понимаешь? And so that's why И вот поэтому this is what Jeremiah's testimony is. вот таково свидетельство In Иеремии. Jeremiah 32, verse 17. В Иеремии 32:17. Oh God,
О Боже, nothing is too hard for you. для Тебя ничего нет слишком сложного. Even going back into the testimony of Jeremiah in the Old Testament, И возвращаясь к свидетельству Иеремии в Ветхом Завете, his testimony was the power of God, его свидетельство было о силе Божьей, with signs, with wonders, with с miracles. чудесами, знамениями. So the miracles were in the Old Testament. Так что чудеса были в Ветхом The Завете. miracles continue in the New Testament. Чудеса продолжаются в Новом Завете. And if we are the people of God, И если мы народ if Божий, you are the people of God in Russia, если вы народ Божий в and if России, you are the pastors and the leaders, если вы пасторы и the лидеры, signs and the wonders and the miracles have got to follow today. то чудеса и знамения должны сопровождать ваше You've служение got to see сегодня. more miracles, Вы должны видеть more больше чудес, power. больше силы. And don't even bother with my testimony. И не нужно даже думать о моем свидетельстве. Don't even bother with my story. Не нужно думать о моей истории. I'm prophesying over you. Я пророчествую тебе. If the power and anointing of God comes on you today, Когда сила Божья и помазание сойдет на тебя you will see сегодня, 1,000 times ты увидишь в 1000 more раз than anything I've ever seen. больше, чем то, что я когда-либо видел. You are the new generation. Ты новое Come поколение. on, you are the new generation. Ты новое And поколение. every generation И каждое поколение must see more of the glory, должно видеть more of больше the славы, power, больше more of силы, the reality of who God больше is. реальности Бога. That's why I'm saying I won't look at the past. Вот поэтому я говорю, что я не смотрю назад. The only thing the past does for me, there's only one thing. Лишь одно прошлое делает для меня. When Только одно. I was in that prison Когда я сидел в той тюрьме, and I was crying out to God, и я вопиял там пред Богом. I need something to build my faith. Мне нужно нечто, на чем я смогу Come созидать on, свою men веру. and women. God needs to build your faith. Ну, братья и сестры, Бог должен созидать вашу веру. It's like climbing a mountain. Это как подъем в You've гору. got to go higher Ты должен and подняться higher выше and и higher выше, until you reach the top. пока не достигнешь вершины. And I'll tell you something. Я скажу вам нечто. When I was in that prison, Когда я был в той тюрьме, I told you about the story of my throat cancer. я рассказывал вам уже историю об исцелении Why рака did горла. I tell you that story? Почему я рассказал эту историю? Because when I was in that prison Потому что когда я сидел в той тюрьме, and I questioned, и я сомневался, of course I questioned, конечно, я имел why сомнения. am I here? Почему я здесь? I'm an Englishman. Я англичанин. Why am I in a communist Почему prison? я в коммунистической тюрьме? And the British government did not want to get me out. И британское правительство не хотело добиваться моего освобождения. That's the most shocking thing I only discovered 5 years ago. Это шокирующее известие для меня было, когда я обнаружил это 5 лет тому назад. Because somebody has opened the government records. Потому что один историк, он копался в архивах государственных. Do you know what the British government said about me when I was in the prison? Вы знаете, что британское правительство сказало обо мне, когда я сидел в тюрьме? No. They said he's a Christian, Они сказали, он христианин, he knew what he's doing, он знал, что делает, and he must pay the price. и пусть платит цену. Oh yeah. That is on record in London. И это зарегистрировано в архивах. Это в письменном виде есть в Лондоне. Thank God I didn't know it. И слава Богу, что я не знал об этом тогда. And it was someone who did some research in London. Это ученый, который проводил исследования в архивах в Лондоне, Sent me the copy of the record. отправил мне копию вот этих архивных документов. Now do you understand Сейчас вы понимаете, that the fact that it was the Prime Minister came for me, тот факт, что премьер-министр прилетел за мной, how big the miracle was. насколько великим было это чудо. The whole government was opposed. Все правительство было против этого. The Prime Minister had more criticism over releasing me than any other thing he did. Премьер-министр критиковали больше за его участие в моем освобождении, чем за все остальные дела, которые он делал. You have to understand when God works miracles, И вы должны понять, когда Бог совершает чудо, how big they are. насколько оно большое. And I tell you what supported me in the prison. И я скажу вам, что поддерживало меня в тюрьме. I was saying, oh God, why am I here? Я говорил, Боже, ну почему я здесь? And I knew one thing, И я знал одно. that miracle of the throat cancer. Это чудо исцеления от рака гортани. I had said, oh God, И я сказал, о Боже, now I knew
why the miracle had occurred. Сейчас я знал, почему вот это чудо And I'm произошло. going to dare to say something I've never said before and I've never ever heard another preacher say. И я осмелюсь сказать то, что я сам не говорил никогда прежде и никогда не слышал ни от какого другого проповедника. Almost every time we see an outstanding miracle, Почти каждый раз, когда мы становимся свидетелями невероятного чуда, God has a clear purpose. у Бога есть четкая цель. Something far bigger than the miracle itself. Нечто гораздо больше, чем это чудо само по себе. That's why these extraordinary miracles, И вот поэтому эти невероятные, экстраординарные чудеса, they don't come easily. они не приходят легко. But God does them for a reason. Но Бог делает так намеренно. And I said, oh God, I'm in the prison. И я говорил Богу, я в тюрьме. But I'm only in the prison Но я в тюрьме только потому, because you healed my throat cancer. что ты исцелил рак гортани. Because I told you what my prayer was. Я же говорил вам, как я молился, когда болел. If you want me to stay in England, don't heal me. Если ты хочешь, чтобы я оставался просто в Англии, не If you want me исцеляй to go to меня. Russia. Но если ты хочешь, чтобы я I ездил need в a Россию, miracle. тогда мне нужно чудо. And now I'm saying, oh God, I'm only here because you performed a miracle. И я сказал, Господь, я сейчас здесь только потому, что ты тогда совершил чудо. I said, now, Lord, И я сказал, сейчас, Господь, it was a miracle that got me here. благодаря чуду я попал сюда. I want another miracle to get out. Сейчас мне нужно еще одно чудо, чтобы уйти отсюда. Do you see? Now, do you see why I had the throat Вы cancer? видите теперь, почему у меня был рак гортани? You see, a lot of people have said, you're a Christian, why did you get throat cancer? И многие говорили мне, ну ты же христианин, почему у тебя рак гортани был? I wouldn't be here today if I'd not had throat cancer. Но я бы не был здесь сегодня, если бы не было рака гортани. I wouldn't have got out of the prison without throat cancer. Я бы не вышел из тюрьмы без рака гортани. Because I said, oh God, Потому что я сказал, о Боже, if you can, by a miracle, literally cut a cancer out and leave the scar, the mark where you've operated, если ты посредством чуда мог вырезать эту опухоль изнутри и оставить шрам на том месте, где она была. you see, Nikolai, you know this is a miracle as a Николай, doctor. ты знаешь, что это чудо, правда? The врач. cancer did not disappear. Что эта опухоль, она не просто исчезла. If it had disappeared, that's one thing. Если бы она просто исчезла, это одно. But when you've got evidence that the hand of God has physically cut it out, Но когда есть доказательство, что десница Божья вырезала эту опухоль, that's the miracle. это чудо. It's like when I had lung cancer, Это так же, как когда у меня был рак легкого. which is about 2002. So it's about 17 years ago. Около 17 лет тому назад, в I think you 2002 know году. this. 17 years ago. Вы знаете об этом? I had 17 lung лет cancer. назад у меня обнаружили рак легкого. And I went to the hospital. Я поехал в больницу. It was first diagnosed in Kiev. Первый предварительный диагноз мне поставили в Киеве. They didn't tell me the truth. Мне не сказали там правду They сразу. said, go home and see your doctor. Они сказали мне, поедь домой, проверься у врачей. And one of my daughters is a nurse. И одна из моих дочерей медсестра. And so she was able to go to the hospital with me. И она вместе со мной была на всех этих обследованиях в And больнице. she followed me through all the different И processes. она со мной была там во время всех этих манипуляций и процессов, которые проводили со мной. And I was failing every test, which meant that they were confirming I had cancer. И у меня были негативные показатели по всем этим медицинским тестам. И это было подтверждением того, что у меня рак. And my daughter encouraged me. И моя дочка вдохновляла меня. She said, Dad, Она сказала, пап, you cannot claim a miracle of healing unless they prove first that you've got the cancer. ты не сможешь заявлять, что получил чудо исцеления, пока вначале не докажут, что у тебя рак. That's true. Это правда. Because if I just said I have lung cancer, Потому что если я просто бы сказал, у меня рак and легкого, then I say I'm healed, и потом сказал, что я исцелен,
people question the miracle. то люди бы сомневались в чуде. So I needed the evidence that I had the lung cancer. Поэтому необходимо было подтверждение, что у меня рак легкого. They not only took x-rays, И мне не только делали рентген, they put a camera down my lung. миниатюрную камеру опускали прямо в легкое мне. Uh-huh. Then they wanted to give me И chemotherapy. потом мне предложили химиотерапию They spoke about operating and removing my и lung. говорили об операции, о том, чтобы удалить легкое. I said, no, I don't want anything. Я сказал, нет, мне не надо ничего. I said, I believe in God. Я сказал, я верю в Бога. And then I prayed a stupid prayer. И потом я помолился глупой молитвой. That's why I said, don't be like me. И поэтому я говорю, не будьте такими, как я. Well, I'll tell you why I'm here today. И я скажу вам, почему я здесь сегодня. Now, here's the answer. Вот ответ. What did I pray? Как я молился тогда? When I had lung cancer, Когда у меня был рак легкого, I was already 70 years old. мне было уже 70 лет тогда. I said, Lord, И я сказал, Господь, if you want me to go back into Russia, если ты хочешь, чтобы я возвращался в you Россию, have to heal me. то ты должен исцелить меня. I said, I refuse to go into Russia if I've had chemotherapy or lost my lung. И я сказал, я отказываюсь ехать в Россию, если мне будут делать химиотерапию или если у меня не будет одного легкого. How can I talk about miracles of healing Как я там могу говорить о if чудесах you can't исцеления, heal me? если ты меня исцелить не I said, можешь? if you don't want me in Russia, И я сказал, если я не нужен тебе больше в I России, want to die. то я лучше умру. Come on, I'm happy to die. Ну, я с радостью умру. I'd rather be in heaven Для меня лучше быть на небе, than in Russia. чем в России. But Russia is saving you. Yes. Да? But I said, Lord, if you want me to go back, Но я сказал, Господь, если ты хочешь, чтобы я вернулся, you just have to work the miracle. ты должен совершить So чудо. I carried on preaching, И я продолжил проповедовать. and I was on my way to preach in Switzerland, И я ехал проповедовать в Швейцарию. and I was staying overnight in our German office, И мы ночевали в нашем немецком офисе. and I went out at night to pray. И вечером я пошел помолиться. You know, when you're dying, you pray a bit more. И знаешь, ну когда ты умираешь, молишься чуть больше. And I climbed my prayer mountain. И я забрался на мою молитвенную гору там. The other staff went to bed. А остальные мои сотрудники легли спать. Katie was there with the staff. Кейти была там среди других моих сотрудников. So they went to bed. Они все уже легли спать. I went to pray. А я пошел молиться. But you know, if you've got lung cancer, you don't climb mountains. Но знаешь, если у тебя рак легких, не стоит карабкаться по горам. I think I'm right, Nikolai. Правда, Николай? You shouldn't climb mountains. Не if you've стоит got- по горам лазить, если рак легких у тебя. So when I came down from the mountain, И когда я спустился с той горы, at that time I was totally alone. и я был абсолютно один там, I got into bed, я лег в кровать. and I knew I was dying И я понял, что я умираю. because the cancer had swelled up. Потому что эта опухоль просто душила меня. It was choking me, Я задыхался. and I couldn't breathe. Я не мог дышать. Literally could not breathe. Я буквально не мог I больше couldn't дышать. speak. Я не мог даже говорить. And I knew in that moment I was very close to death. И я знал в тот момент, что я очень близок к смерти. And in my spirit, И в моем духе I just cried out to God, я просто воскликнул Господу: oh God, «О Боже, deliver me. избавь меня». And in that moment, the miracle happened. И в тот самый момент произошло чудо. There was an explosion in my chest. Как будто взрыв случился в моей грудной клетке. Nikolai, this is of interest to you in your medical records. Николай, это будет интересно для тебя из There медицинских was an соображений. explosion in my chest, Был как будто взрыв произошел в моей грудной клетке. and the whole cancer came out. И вся эта раковая опухоль физически вышла наружу. Came out in the bed. И все это вывалилось на кровать. And they had to burn the bed. Кровать потом пришлось сжечь. Not just the bedclothes, Не только постельное белье. the whole bed. Всю кровать пришлось сжечь. You see how God works. Вы видите, как действует Бог. Pastor, that's why I'm here today. Пастор, вот поэтому я здесь сегодня. Because I simply said, oh God. Потому что я просто сказал: «О Боже». I'm talking about 1972.
И я говорю о 72-м годе. We'd already seen the power of God, seen the miracles. Мы уже тогда видели силу Божью и чудеса. And my question was very simple. И мой вопрос был очень простым. I will not go back to Russia Я сказал, я не вернусь в Россию unless больше, you heal если ты не my lung исцелишь меня, cancer. не исцелишь рак легких. And we have the X-ray pictures. I had to buy the X-ray pictures from the hospital. И у меня есть комплект рентгеновских снимков. Я выкупил их, я заплатил деньги и выкупил их из больницы. Because I went back into the hospital. Потому что я вернулся в больницу. And they took the X-rays to prove my healing. И мне сделали рентген, чтобы подтвердить мое исцеление. I remember the doctor. И я помню, как врач мой. And he simply said to me, sit down. И он просто сказал мне, присядьте. And when the doctor says sit down, you know it's serious. И когда доктор говорит тебе, присядьте, это серьезно. And then he sat down. И потом сам доктор I knew it присел. was very serious. Я понял, что это очень серьезно. He said, we don't understand this. И он сказал, мы не понимаем We've этого. never seen this before. Мы никогда не видели такого But прежде. here it is. Но вот здесь есть Here's your опухоль. cancer. Вот здесь рак. 3 months ago. 3 месяца назад. And this is today. И вот это снимок сегодня. And it's gone. И опухоли нет. We've never seen this before. Мы никогда не видели такого прежде. Let me just tell you that I've just written a new book. And the reason is this, that we produced a film 20 years ago, The Rape of Europe. And that film is literally so prophetic, the most prophetic film, I think, ever produced. And it's actually happening now while the film is still available. But everybody is saying they want the sequel to it. The sequel is in my new book. And it carries on from where we leave off with The Rape of Europe and takes you through the coming years prophetically until the very return of Christ. For that reason, it is probably the most important book you can get. It's not called The Rape of Europe, it is Babylon and Jerusalem, The Tale of Two Cities. God bless you and thank you. Look forward to hearing from you. Thank you, by the way, for watching the program. But I want you to know more of the background behind this. And so I've written a book because I live by faith. And what I do by faith. And I want to show you in this little booklet how your faith will work. Faith does work. Faith is something practical. It's not abstract. Faith is putting into practice what God teaches us. And so I want to send you this book. Look, I'm a sailor and I'm in front of the sea, the Mediterranean. I'm in Israel. What a place to talk about faith, because Jesus was a man of faith. He taught faith, he lived faith, and I want to share some of this with you. And so in this book, it will teach you how to make your faith work. I'll send it to you free. Just send a gift, however small, right to me, and the book is yours, and it will make your faith work.